Hello, beautiful, с вами на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Как же я рада, что ты с самого начала боя с этим Ансуром. Неимоверно рада, нужно было закончить его в следующей серии. В предыдущей, неважно. Короче, ну ты ходишь последним, где эти присобаченные прислужники воды. Понятно, уже по миру. Кстати, можно послать, а он... тут воды нельзя послать, можно его вот сюда послать. А у него случайно нет неуязвимости к молнии есть? И устойчивости к магии. Весь получаемый урон снижается на 2. Ладно. Оук. Что тут у тебя по урону? В смысле, недостаточно движения. Ну так переместись и будет достаточно. Вот нормально. Мне надо выбрать кого-то, кто будет более или менее часто стоять вдалеке. Наверное, Карлах или я. Я же магией пью. Вот я буду стоять подальше и использовать свиток с перу неуязвимости, потому что... Не, только давай положим эту сферу неуязвимости куда-то подальше, чтобы он у нее не попадал. На них прям. Я тоже в неуязвимости, да, я тоже в неуязвимости. Это хорошо. Ну, тогда стой тут. Пока что. Ты пролетись чуть-чуть. Хотя, ладно, давай пешочком пройдись его, бахни. Стукни его чуть-чуть. Еще чуть-чуть стукни его. Я понимаю, что у него не восприимчивость к распластанности, но... Never mind. Промах, обожаю промахи. Ну, я надеюсь, что у меня одна Лайзеля и Астариан затащит его. Вернись на место как-то, давай. Нет, знаешь что? Подожди, ты. Отмени ход. Туда пройдись, чтобы не мешаться никому. Ты. Все, неуязвимости. Ага. Переиграла, уничтожила, так сказать. Астя. Тут в этом случае метка охотника, конечно, прям надо. И подготовку дальнего боя тоже можно. И стрелу убийства дракончиков у меня есть. Мне жаль Ансура, правда жаль. Прям очень. Я сейчас потратила стрелу убийства драконов. Спасибо. Спасибо еще раз за промах. Спасибо большое. Давай, используй это. О, нормально. О, хорошо. Подожди, а Карлах? Мы еще ждем. Если вы попали вот эти две стрелы убийства дракона, мне кажется, что, скорее всего, получилось бы его добить в этот раз, я имею в виду, с первого хода. Ну ладно. А мне нужен щит вообще? Хз. Ну ты в неуязвимости, я тебя поздравляю. Давай чем-нибудь его типа... Класс брони, ну давай. Давай, 35%, это капец. О, пятерочкой. Еще раз стукни его. Жаль, еще раз давай. Угу, еще разочек. Давай, 35%, блин.
Мне жаль Ансура. Как же мне жаль Ансура. Вы бы знали. Правда. Серьезно. Где второй? Вот второй. Я, я, наверное, тогда зря эту неуязвимость поставила. Но я просто думала наперед, как бы, а наперед надо было думать еще больше, чем я думала. Поэтому... Да. А у тебя какой? С титановой тетивой лук? Да. Ух. 36%, а что так мало? Получше. Я думала, нам понадобится больше на самом деле. Ну ок. Каким образом происходит обворожение у вот этих прислужников воды, если они элементали? Типа, мне кажется, у элементалей по логике вещей... Ого, какая маска стрёмная. Я даже не замечала, что они такие стрёмные маски. И мне кажется, у элементалей по логике вещей наоборот не может произойти обворожение и подобное психические состояния. Но, видимо, может. Обворожение — это же... Ну да, только когда меня не могут атаковать... Но... Поражение. Ну, блин, я не знаю. За. Never mind. Я так не хочу на него божественную кару тратить. Ну ладно. Уже потратила. Ансур. Я уже не чаяла увидеть его снова. А почему он с ней говорит, а не со мной? Со мной говори, слышишь? Я тут, я главная. Ладно. Так это правда, ты и есть Балдуран? Я был. Ныне есть нечто куда большее. Однако мне кажется, что тебя больше интересует мое прошлое. Но ты ведь основал врата Балдура, разумеется, мне интересно. Просто хотелось бы знать, не собираешься ли ты убить меня, как ты убил своего последнего друга. В кавычках. Я сохранюсь и это ему отвечу, потому что да. Ансура мне пришлось убить от безысходности. Иначе он убил бы меня первым, всего лишь за то, что я элитит. Всего лишь. Все, как я всегда тебе говорил, я был таким же, как ты. Искателем приключений, жаждущим величия и славы. В понимании смертных я достиг своей цели. Будучи капитаном глаза скитальца, я сумел скопить достаточно золота, чтобы заложить врата Балдура. Какое-то время я жил в своем городе и наблюдал, как он растет и ширится. Но этого мне было мало. Меня снова потянуло на приключения. Море звало меня, и я откликнулся. Но жизнь моряка полна опасностей. Последнее наше путешествие закончилось катастрофой. Корабль разбился, команда погибла, однако даже это не сломило мой дух. Я мечтала о своем триумфальном возвращении. Я слыхала сокровища в лунных башнях и любой ценой вознамерился добраться до него. Но лишь там я обнаружил колонию летидов, где я обзавелся личинкой, почти такой же, как и твоя, и стал свежевателем разума, рабом старшего мозга. Ансур тогда нашел меня, освободил от владычества старшего мозга и помог мне вернуться домой.
Он пытался вылечить меня. Призвал на помощь всех целителей, которых только смог найти. Это оказалось тяжелейшим испытанием для его духа. Но он не понимал главного. Я не желал исцеления. Я не был болен. Нифига ты, конечно, знаешь, что иди в жопу. Ансур, Стелмина, твои союзники, я смотрю, долго не живут. Стелмина погибла не по моей вине. Ансура я был вынужден убить, у меня не было выбора. Ты знаешь, что я скорблю по им обоим, и особенно по Ансуру. Да, конечно. Я поверила. Даже когда он исчерпал все возможности вернуть мне прежний облик, он все равно не оставлял надежды. Я пытался донести до него свою новую реальность. Я был на грани величия, которая мне не снилась. Но он видел во мне только лишь мозгоеда. Он пришел ко мне, когда я спал. Он задумал убийство из милосердия ради моего же блага. Я видел слезы на его глазах и чувствовал, как велико было его горе. Но у меня не было иного выбора, кроме как убить его. Из самосохранения. Ну, как тебе сказать? Если бы я в том времени была, я бы стала на сторону Ансура. Ну, это я бы стала... Я это говорю, зная сейчас, что император вот на данный момент мудак. А тогда, конечно, я могла и тоже подумать. Существование в виде элитита стоило потери друга? Если кратко, да. Продолжать жить тем паче. Не думай, будто я не отдаю себе отчет о том, что я потерял. Я не могу не сожалеть о содеянном, но я сожалею о том, что это было необходимостью. И я не могу изменить прошлое, но могу влиять на настоящее. Мы должны двигаться дальше. В руках избранных остались 2 нитирийских камня. Прежде чем бросить вызов мозгу, мы должны их отыскать. Иди в очко. Я тебе все сказала. Ну, единственное, что тут хорошо, это то, что тут есть лут хороший. Все. Это... Ладно, все, неважно. Дорогой Ансур, я 1000 раз говорил и еще раз скажу, это неизлечимо и ничего страшного нет. Я в порядке, даже более того, лучше прежнего. Так ради чего себя так истязать? Хотя, конечно, я все понимаю. Помнишь Ялтенгри? Мы с тобой плыли не 1 месяц в поисках великого шпиля. И когда мы его нашли, больные уже были в конец, как собаки. Но ты не оставлял меня ни на миг, всегда был рядом, хотя мог запросто улететь. Ты сказал тогда, что для тебя важно пережить все это со мной, моими глазами, разделить мою страсть к приключениям. Ты сказал, это честь для тебя. Но по правде это было честью для меня. Ты лучшее, что со мной когда-либо случалось, Ансур. Мне никогда не приходилось ни о чем тебя просить, но сейчас я прошу, прекрати. Своих чувств я больше не ощущаю, но твои я знаю и знаю, что они невыносимы. Однако так не обязательно должно быть. Освободись, Ансур, лети, и знай, что даже если меня нет рядом с тобой, я навеки останусь твоим Балдураном. Да, 0 слов, конечно, но ситуация тут типа мем. Ок. Вот у нас есть убийца великанов Балдуран. Когда ваш удар приходится в цель, урон от вашего модификатора силы удваивается, и это оружие дает вам преимущество при бросках атаки против крупных, огромных, гигантских существ. Плюс зачарованное оружие плюс 3 и гигантское обличие действия класса. Я его возьму, я не знаю, пока дам ли кому-то, наверное, дам. А может и не дам. И у нас есть шлем Балдурана здесь. Шлем исцеляет вас на 2 ОЗ в начале каждого хода. У вас есть бонус плюс 1 классу брони испытанием, невосприимчивость к оглушению и защищать владельца от критических ударов. Этот шлем очень хороший. Этот шлем носил сам Балдуран Храбрый, и он до сих пор сияет незапятнанным величием его наследия. Врата Балдура были названы в честь этого героя, и рассказы о его подвигах вскружили головы многим. Это я беру. Это я беру. Ярость змеи и его рев сотрясают тебя до основания. Дух Ансура все еще жив. Он внутри шлема и наполняет тебя силой, пока шлем на тебе. Великий шлем из легенд. Да, я решила, что я поставлю шлем Балдурана Лаэзеля. Вот это вот сюда. И убийцу великанов я тоже дам Лаэзеля. Правда, тогда она снимает щит дозорного. Ну, в принципе, невелика потеря. Щит дозорного плюс 2 класса брони дает, но
Мне его сейчас некому ставить. У меня есть получше. Ну, пускай, я не знаю, пускай пока лежит. Просто. Да, пускай вот просто лежит. Нам, наверное, стоит пойти и рассказать Уиллу и его папаше, что мы тут нашли это место, и чуть-чуть Ансур нам не поможет, потому что мы его сами и кокнули. Ну, нам же изначально этот сказал. Что это за место? А, поняла. А это? Вот тут вот тоже какая-то... Что-то тут есть, вот тут. Ну ладно, фиг с ним. А пошли сходу сходим на Гортыша, пошли? Почему бы и да? Который час? Вообще отлично, у нас супер много времени для Гортыша. Я бы такая, что еще бы застала его врасплох. Там есть прикольная фича, потом покажу. Но я это делать не буду. Я его и так убью. Итак, где ты, мудак? Где-то тут. Кажись. Нет, стоп, не тут, вот тут. Назад, всем сюда. Вот сюда нам надо. Это зал приемов. Сохранюсь. Можно пойти здесь, вот как я. Я зачем-то пошла здесь. А можно тупо обойти вообще с другой стороны, избегая вот этой вот стычки и поверху там пробежаться через ловушки сразу к Гортышу. Ну, я уже здесь, поэтому пофиг. С этим я тоже разберусь, в принципе, быстро. Ну, я надеюсь, наверное. А то сейчас будет мем. Угу. Бахни вот этого. Один разочек ушатала и все. 2 удара и готов. Ну, отлети не можешь. Жаль, что не можешь, конечно. Ну ладно, ничего. Ух, а метнуть можешь? Метнуть. Метни. Недостаточное движение, блин. Жаль. Очень жаль. А ты можешь метнуть? Хотя нет, не ты. Кто у нас тут? Стариан куда-то... Стариан может метнуть. Метни в него. Туда прям. Угу, хорошо. Я буду прям тут стоять дальше. Нет, даже не тут, а где-то. Где-то, чтобы попасть в кого-то. Спепелитель. А, да? Я не знала, что это так работает, сори. Ну, ладно. Точнее, знала, но забыла. Да, я бы такая, чтобы подождала, пока они сами подойдут, в общем-то, потому что, ну, я не хочу вот эти вот испепелители, чтобы работали. Ну ладно, пофиг. Пофиг. In here. Got it. Пускай сами ко мне подходят, плес. Я вижу черную точку на карте, вот эту. Это вроде комната Гортыша или что? Или нет? Ну, где-то там она точно есть. А, она, наверное, вверху комната Гортыша.
Подойдите чуть ближе, плес. А, я цельмет... Блин. Я не на ту напала. Пофиг. А, вот эта фигня. Карлуша может кинуть. Метни. Сюда вот так. Нормально метнула, неплохо. Не понравилось. Как же я рада была зайти сюда. Я забыла просто, что здесь будет бой. Я как бы знаю это, но... Ой. Прикольно. Блять. Я не успела ее метнуть. Ладно, ладно. 0 слов. У меня есть вот что. Цветочек есть, доброгриб. Но я не хочу, у меня дофига хилок так-то. Я лучше отхилюсь тогда. И заодно вызови этого квазитика. А, стоп, он у меня в заклинаниях, да? Да. Ладно, неважно. Я могу еще надеть вот эту штуку. Где она? Да-да. Заклинание второго круга. Но у меня есть заклинание второго круга, поэтому потом. А вот этих, с кем я дралась, интересно, у них личинок нельзя найти случайно? Ну, типа, мало ли. Не. Жаль. Короче, я не буду всех осматривать, мне тупо впадлу. Вот, проходик. Все садимся сюда. Сохраняемся и идем. Вот мне нужен кто-то типа Астариана. Чтобы ловушки пройти спокойно. Хорошо. Только не взорвитесь, я вас умоляю, правда. Нормально. Вот, короче, здесь есть фича сесть в присед, желательно, всеми. Взять кого-то типа квазита, лопаты, войти в невидимость, пойти напасть на Горташа
чтобы застать врасплох. Или можно сюда тоже кем-то в невидимости прилететь, желательно кем-то, кто либо хорошо силой бьет, либо у кого есть вот шоковое прикосновение, там цепь молний, и в неисправный, не помню, какой из них, правый или левый. Короче, вот в правый или в левый там какой-то из них дает Горташу дебаф, а какой-то баф. И вот тот, который дает ему баф, нужно выключить, а тот, который оставляет дебаф, оставить. По-моему, это вот этот нужно бахнуть, если не ошибаюсь, правый. Этого я делать не буду. Но. Хорошую женщину никак не удержать, да, Карлах? Ну, не знаю, ты 10 лет успешно справлялся. Я совсем не хотел причинить тебе вреда, дорогая, лишь стремился помочь раскрыть твой огромный потенциал. Ты отправил меня в преисподнюю, позволил Заре забрать мое сердце. А это все было не твое. Высшее благо, Карлах. Впрочем, я и не ожидал, что ты поймешь. Тебе не знакомо сожаление, да? Ну ладно. Как тогда насчет страха? О нет, ты меня совсем не понимаешь. Я уже договорился с твоей спутницей, и мы нужны друг другу. Уверен? Не бери в голову, Горташ, мы уже все, что нужно, разузнали от таких же, как ты. Ну, типа, да, на самом деле тут можно и с Горташем, как я уже говорила, пойти на мозг. Но я не хочу, он меня бесит, я такой. Вот так вот, минус Горташ называется программа в мене. Что тут у тебя? Вот этот вот, где? Да, вот этот нужно силовую завесу убрать, а вот эту вот оставить, потому что она дает, она неисправна. Ну, то есть... Да, дробящий урон или молния. Отлично, молнии я могу, и дробящим... давай сразу его избавим от этой штуки, чтобы он больше меня не задрачивал. Так бы... Удар молнии не то, вот этой штукой. Давай. Хорошо. Итого. Ну, да. Лучше это делать с невидимости, как я уже говорила, не разговаривая с ним. Тупо подлететь и ударить. А выпей, наверное, ты у нас зелье скорости. Почему бы и да, просто. Хорошо. Блин. I am fury. I am death. In my best interest. Метни эту фигню. Спасибо. On the move. Раньше бой с Горташем казался мне каким-то типа сложным, потому что я сначала вообще не выкупала вот эти вот все штуки, не знала, что бомбами можно метаться, не знала, что их можно обезвреживать, и это было, в общем, тяжело. Я стояла на 1 квадратном метре и куда-то там пыталась что-то делать. Но это было очень давно, там еще первое прохождение. И про вот эти тоже я даже не замечала эти штуки, которые тут висят на самом деле.
Ну, ты такой не очень сильный. Incoming. Вау, промах. Почему-то я не удивлена. Ой. Я ее даже не заметила за этой колонной. Вот, подействовал этот неисправный панцирь, смотри. У него ко всему урону увеличивается вдвое. Это мем. Это мем. Пришлось ненадолго отлучиться, потому что пришлось мыть кошку. Она меня жестко поцарапала, но еще по всей руке, но тут вряд ли видно, разве что покраснение вот здесь. Да, если кто-то не знает, я взяла кошку, которую назвала Аста. Мем. Что тут происходит? Порыв действия происходит. Очевидно. А он у нас гуманоид. У меня есть стрелы гуманоидные. Вроде должны быть. Нежити, драконы, гуманоида. Давай. В смысле, пройдено испытание. Ты адекватный? Куда пройдено испытание? Рука болит теперь. Вот это состояние, в которое ты вошел. Это что за состояние? Это аватар тирании. Бэйн пришел на помощь Горташу. Горташ получает 150 временных очков здоровья, а также преимущества при испытаниях и проверках силы. Теперь у него есть новые грозные способности. Я за него очень рада. Очень, очень рада. Веришь, нет? Прям... Давай еще. Блин, рука болит. О, распластанность — это хорошо. Угу. Критический паралич. Обожаю это. А, у нее отражение. Ой, блин, ну ладно. Ура, минус Горташ. Там одна осталась с отражением. Ну, отражай тогда. Я могу сказать. Получается так. Советую читать. Кстати. Так как тут сейчас у нас прям ветка Карлах идет, то я не буду читать.
Где Горташ? Вот ты. So Gortash is nothing more than a pile of flesh. Same as the rest of us. Может, чуток уродливее. Горташ не более чем груда плоти, как любой из нас. Может, чуток уродливее. Я отвечу это, потому что это смешно звучит. Feel like I should laugh, but just too goddamn tired. Is that it then? Killed the bastard who ruined my life, and now I crawl into a corner and die? Am I fucking missing something? О, мне ее так жалко в этом моменте. Типа, она как бы вроде убила того, кто ей испортил, да, подпортил жизнь, но толку-то с этого? Ну, как бы, она все равно умирает. И... Ничего не говорить. Я хз просто, что тут сказать. I can't do it anymore. 10 years, man. It's enough. It's enough. He's dead. And he's no fucking sorrier now than he was before. What was the point? I'm still dying. I'm dying. I'm going to die. О. Может, мы еще можем починить твой мотор, стабилизировать. Карлах, это не обязательно должно заканчиваться так, ты все еще можешь вернуться в Аверна. Но она не хочет возвращаться в Аверна, блин. Ладно, окей, но ты еще жива, и я здесь с тобой и буду до самого конца. Don't say that. Said he found some way to fix me. That now Gortash is dead, I'll get my heart back. My heart. It was mine. And they took it. I'm going to be as dead as Gortash any day now. Any moment. And what then? Off to the City of Judgment to waste into oblivion? Into the dirt to get eaten by maggots? Is that it for me? Is that fucking all? And you'll just keep going, won't you? Watching the stars, warming your hands on the campfire, dancing, eating, making fucking love all night. All of it, all of it! That's my reward for everything I suffered. That's why I survived 10 years of torment. The fighting, the clawing, the loneliness, the fucking loneliness. All of it so I could rot. Because the person I trusted the most gave me away to the devil. It isn't fair. I don't want it like this. Да. После вот этого ее монолога я прям плакала первый раз. Я бы что угодно сделала, чтобы изменить это, но не могу. You could try. You got a wish spell in that pack of yours. What the fuck am I supposed to do now? Жрец, помолись со мной, да ты гонишь. Я не знаю, но что бы ты ни решила, думаю, мы сделаем это вместе. Let's get out of here. I've always hated this place. Stupid fucking gigantic bridge or whatever. I think I need to go to camp for a while. Be alone. Scream at the sky. You can come and find me later if you want to. Thanks for listening. For existing. Love you. Она пока что на время пошла в лагерь. Слушай, ну ладно, она пошла. Возможно, судьба Карлах предрешена, но ее история еще не закончена. Жизненный путь величайших воинов Гитянки заносит на скрижали, а стереть письмена со скрижалей невозможно.
Она должна кидаться в каждое новое его яростнее прежнего. Она тоже должна сделать себя нестираемой. Я все еще думаю о Карлак и о том, что она сказала. Боги. Никакой справедливости нет в этом мире. Да, это, конечно, одна из таких прям тропов. Вот у Карлах сюжетка одна из, я не знаю, не то чтобы прям лучших, но таких, которые лично меня, конкретно меня затрагивают. Что тут у тебя у лоха? Записки от Хельсик. Господин Г, да, если нужно, я смогу вернуть вас в Дом Надежды за сходную плату, конечно, только вряд ли там будут вам рады. Ваш прошлый визит туда сложно было назвать дружеским. Впрочем, вы свое дело знаете лучше меня, да и кого угодно. Дьявольская доля. Одежда правителя. Вас невозможно напугать, наложить на вас любой эффект, но я возьму, но она мне нафиг не всралась. Тиранические сапоги. Чтобы были как бы. Фабричный арбалет. Его тоже не нужен вообще абсолютно. И перчатка с нидерийским камнем. Ваши атаки без оружия дополнительно наносят 1,4 силового урона. Вы получите бонус +1 к испытаниям против заклинаний. Вой, будто буря завывает в громадном каньоне. Он наполняет твой разум, в нем тонут все чувства. Потом вой прикрывает сумасшедший радостный визг. Он и путь, и истина. Абсолют. Визг утихает, твой глохнет. Твой разум теперь пуст, ты слышишь только один голос. Избранный Баэла пал. Его нидерийский камень твой. Хорошо. Я слышала крик Абсолют. Это был крик старшего мозга. Он становится все более самостоятельным. Он кричит не от боли, но от радости. Мы должны остановить его, прежде чем он освободится окончательно. Остался один нидерийский камень, он и Орин. Мы должны найти ее и забрать камень. После этого мы подчиним мозг себе. Дальше можешь начинать строить свои планы. Рано строить планы, разберемся на месте. Иногда ты прямо-таки поражаешь меня своей мудростью. Все сказал. Кстати, тут есть приколяха. Сейчас покажу. Вот такс и вот такс. С ним можно поговорить, вроде даже если мы его сами и убили. Тебе нужен Горташ? Его душа уже мучается в моих руках. Такова судьба всех, кто навлекает на себя мою немилость. Так, если ты не Горташ, то кто ты? Я Бэйн. Черный властитель. Я верховный тиран. Ужас и ненависть. Ну да, это его, короче, этот... Как называется? Вы поняли. А ты кинжал, что обескровил избранную Миркула. Ты заноза в моем пальце. Но все же ты порука моего успеха и проигрыша Баала и Миркула. Чел. На один вопрос я ответил. Осталось 4. Так, я порука твоего успеха. Что ты имеешь в виду? Ты живешь ради того, чтобы преуспевать и властвовать. Каждый твой павший враг, перерезанная глотка, расколотый череп подтверждают это. Пока смертные и бессмертные жаждут мечей поострее и голосов погромче, я становлюсь сильнее. И Баал, и Миркул, и ты тоже. Вы делаете меня вечным.
О боже, что я могу сделать, чтобы заслужить твое благословение, господин Бэйн? Ладно, я не буду этого делать. Зачем ты связался с Миркулом и Баалом? А почему красные драконы связались с Гитьянки? Или почему искалеченный бог подружился с Тиром? А почему красные драконы связали? В смысле? Превращая смертных валетидов, мы не пускаем их душ к пожинателям. Если собирать урожай со своих полей, ужас не посеять. Сжигая поля врагов на корню, можно поистине испугать их. Но я больше не твоя пешка, и власть мне нужна для благих целей, а не сама по себе. Что я могу? Я спрошу этот вопрос, раз уж он есть. Что я могу сделать? Кое-что для этого ты уже сделала. Ты заслужила толику моего благословения, убив Горташа, ведь даже он не мог утолить твоей жажды власти. Используй нидерийские камни, чтобы руководить мозгом и отправить в поход зараженную армию. Я буду считать тебя одной из своих избранных. Или же не делай этого, твоя жажда победы все равно поднимает тебя на один шаг ближе ко мне. Пока. Пока, лох. Вот так. Вот тут. Роскошный сундучок. Беру. Угу. Тут вот еще что-то должно быть. Let's have a look. Ой, летит. Сапоги адского заката вроде неплохие, а ну-ка. Они как бы неплохие, но мне они как бы не нужны. Я их возьму. Ускоренный великий план. Ключевые моменты. Чтобы эффективно воплотить в жизнь то, что безумный Алхун по имени Синий Пик назвал ускоренным великим планом, вам, как высшим руководителям в иерархии Бэйна, важно понимать его общие контуры, о деталях не беспокойтесь, это представьте мне. Центральным элементом плана является то, что порабощенный нами старший мозг порождает электрических личинок, вызывающих состояние приостановленного цереморфоза. В этом состоянии носители не превращаются в валетидов, вместо этого они становятся верными слугами разума Улья старшего мозга. Они воспринимают его как богиню, божество завоевания, которое они называют Абсолют. Однако сама Абсолют подчиняется приказам избранных из троицы мертвых, и нет нужды говорить, что поскольку Бэйн — бог тирании, наши союзники, поклоняющиеся Баалу Миркулу, в конечном итоге должны подчиниться нам. Вот так вот. И тут вот еще есть какие-то записи, вроде как неплохие, интересные. Исследование старших мозгов. Отчет для лорда Горташа от писца Янтуса. Старший мозг элитидов — это невероятное существо, абсолютный правитель своей колонии элитидов, движущая сила размножения через порождение личинок элитидов, так называемых паразитов. Но прежде всего старший мозг — это сверхмощная органическая счетная машина, ментальный автомат, способный одновременно обрабатывать огромное количество мыслительных процессов. Он всегда на 100 ходов вперед, и его невозможно удивить ничем, кроме как внезапным стечением неожиданных обстоятельств. Гении и инновации смертных не идут ни в какое сравнение с его огромной вычислительной мощностью. Ниже примечание, написанное четким почерком Горташа. Никаких слабостей, кроме неожиданностей. Похоже, мне понадобятся неожиданные союзники. Храм Баала во вратах Балдура. Отчет для лорда Горташа от писца Янтуса. Ваш покорный слуга вынужден сообщить о неудаче в выполнении поставленной задачи определить местонахождение храма Баала. В общих чертах его местоположение известно. Он в обветшалом подземном комплексе с привидениями, которые обычно называют руинами подземного города. Но хотя и утверждается, что в эти руины можно попасть из заросшейся канализационной системы врат Балдура, сведения о том, где именно находится проход, разнятся. Но даже если проход в руины найти получится, остается еще отыскать сам храм, ведь руины очень обширны. Последний раз этот храм действовал во времена лидера баалистов Саливака более 100 лет назад. Говорят, что после смерти Саливака он пришел в упадок. Я направляюсь с рапортом к дисциплинарию, чтобы искупить свою вину. Так, тут сборник схем. Страницы этого рабочего блокнота заполняют диаграммы и чертежи, в них легко узнать гандийские проекты магически усиленных механизмов, но с дополнениями и расширениями, внесенными четким почерком Горташа.
Упоминаются такие инновации, как инферальные источники энергии, литийская проводка синапсов и даже гигантская маготехнология проекции изображений. Особенно поражает чертеж гигантского варианта Стального Стража с примечанием, сделанным рукой Гортыша. Вес неподъемный, так снести массу. Так, что тут еще у нас? Планы вторжения, опасные связи с Телминой, мне кажется, мы это читали. Как я сообщил ранее, положение рыцарей щита как лидера рынка контрабанды во вратах Балдура очень прочное, аномально прочное. Щедрый подкуп ключевых сотрудников позволил нам узнать, что рыцари работают рука об руку с входящей в Совет 4 герцогиней Белиной Стелминой. Хотя Стелмина демонстрирует признаки угасания из-за какой-то терзающей ее болезни, со снижением физических возможностей ее влияние на перевозку контрабанды во вратах только усиливается. Разгадка этой загадки должна дать нам ключ к уничтожению рыцарей, и я продолжаю расследование. Ну да, а потом такая инфа, что это император. Так, план, следующие шаги тоже можно почитать. У него тут просто все связано как бы с мозгом, да, с нами, а учитывая, что мы были как бы в банде самого Гортыша, потому что мы темный соблазн, то это интересно. Частные мемуары Гортыша номер 17. Усмирение города. С точки зрения контроля над массами, темпы живорождения личинок старшим мозгом неутешительны. Паразитов точно не хватит, чтобы внедрить их во всех жителей врат Балдура или даже в большинство. Альтернативный подход к усмирению города состоит из двух частей. Во-первых, мы берем под контроль исполнительную власть города сверху, используем страх перед Абсолют, чтобы получить трон эрцгерцога врат Балдура. Во-вторых, мы начинаем программу выборочного зарождения ключевых персон по мере поступления личинок, пока все центры власти города не окажутся под моим контролем. При условии успешной реализации этой схемы мы сможем выделить 1-2 партии личинок, чтобы начать такой же процесс во мне. Нужно выяснить у агентов на юге, кто лучше всего подойдет для реализации этого плана. Так, что тут? Дневник Энвера Гортыша. Я знал, что будет рискованно отдать один из нитирийских камней этой расшатанной катапульте Орин. Что? Подожди, что? Я знал, что будет... Что имеется в виду этой расшатанной катапульте Орин? Ну ладно. Но когда я смотрю его глаза, я что-то чувствую, хотя я не знаю, как это назвать. Да и в конце концов, какой смысл в Великом Союзе Троицы Мертвых без Сталина и Баала? Я думаю, что могу положиться на этого престарелого пня Кэтерика, однако мне и в голову не приходило, что его может прикончить случайное сборище каких-то искателей приключений. Очевидно, владение оружием оказалось решающим элементом, но владеют ли бродяги оружием или оружие владеет ими? Как говорят великие мудрецы, план годится только до определенного предела, а затем придется вернуться к принципам. Поскольку для убежденного поклонника Бэйна руководящим принципом является контроль, само собой разумеется, что я должен контролировать все 3 нитирийских камня. Решение очевидно – натравить бродяг на расшатанную катапульту, и когда они принесут мне 2 других нитирийских камня пустоты, мы найдем для них подходящее место при новом порядке. Только это будет не элитистский великий план на золотой век Гортыша. Да, мне нравится, как это звучит. Вот тогда придет время заняться нашим непослушным абсолютным мозгом и его растущей склонностью к псионическим истерикам. Не случайно я решил разместить его в куполообразной пещере под верхним городом. Это место идеально устроено для концентрации психической силы. Там даже наш усиленный нитрийскими камнями мозг не сможет сопротивляться моим командам. Разумеется, для этого все 3 камня должны оказаться у меня, и чем скорее, тем лучше. Что тут? Что еще? Идеальное государство. О боже, о боже. Ладно, я прочитаю и после этого закончим уже, наверное. Что такое прогресс? Прогресс — это движение общества и культуры к состоянию коллективного единства. Без единства смертные, каждый из которых действует по собственному разумению, сталкиваются друг с другом и происходят трения, конфликты и войны. Единство — это миропроцветание и достигается, когда коллектив следует единой программе. Программе, установленной тем, кто поднялся выше масс. Нифига себе ты, слушай! Не, ну понятно, что он тиран, как бы, да, все дела, но это что? Оголтелый эгоцентризм, который по ошибке часто называют свободой воли, является единственным настоящим врагом единства. Свободу воли следует упразднить. Мне кажется, он чуть-чуть шибанутый. Ключом к этому является контроль над мозгом, а нитирийские личинки — идеальный инструмент. Окей, понятно. У него крыша поехала, все понятно. Мемуары с новейшими дополнениями, наброски к 4 главе. Так. А, кстати, мемуары Гортыша, наброски к 4 главе. Основав тайную секту, я восстанавливаю практику поклонения Бэйну во вратах Балдура, выяснив, что в городе на подъеме и тайное поклонение Балу, я знакомлюсь с местным предводителем, настоящим отродьем Бала. Это сейчас про меня, кстати. Ну, про ГГ.
Мы с отродьем... Про меня, ну тоже, в принципе, верно. Мы с отродьем Баала вместе строим план ограбления Дома чудес и, обнаружив, что у нас общие цели, заключаем союз. Во сне нас с отродьем Баала посещают Баал и Бэйн. Они нарекают нас своими избранными и приказывают отыскать и привлечь в наш союз Катерика Торма, избранного Миркула. Посетив Катерика в лунных башнях, я узнаю о колонии свежевателей разума в подземелье, и у меня рождается план поработить старший мозг при помощи короны Карсуса. Мы с отродьем Баала прибегаем к услугам дьяволистки, чтобы попасть в Мефистар и украсть корону. Мы, трое избранных, используем корону, чтобы поработить старший мозг колонии, но в этот момент отродье Баала убирает с пути Орин Красное, второе лицо в иерархии Баалистов. Орин узурпирует власть и объявляет себя новой избранной. Следуя моему плану, новая троица продумывает детали нашей грандиозной мистификации. Абсолют. Примечание. Куда вписать астральную призму и скальные приключения, у которых она оказалась после кражи у Лакит. Когда мне признаться, что я думаю сделать их своими новыми союзниками. Он, кстати, попытался, но получилось у него не очень. Тут про Лакит можете прочитать и поставить на паузу. Я думаю, мы можем пойти к себе в лагерь, поговорить с Карлушей. Ты кто закончит? О! Поздравляем с убийством Горша. Письмо от Орин. У тебя неплохо вышло, слуга. Врата Балдура захлебнулись желчью Горташа. У твоей зверушки до сих пор остались глаза, чтобы этим полюбоваться. А теперь убийца костей свежевать ветеранов, чтобы оказать должную честь владыке убийств, тебе нужно пройти его испытание и сразиться со мной в храме Баала. Глубоко под прогнившими булыжниками этого истекающего кровью города. В этом нечестивом святилище владыка убийств наконец-то увидит нашу кровавую дуэль и наградит победительницу. А до тех пор твоя зверушка будет жить, если, конечно, будет хорошо себя вести. Орин Красная. Да, я обязательно к тебе приду, но попозже. Я пришла за Карлах. Hey, soldier. You're back. После всего, через что мы прошли, ты по-прежнему зовешь меня солдатка? Old habits. Did I miss anything while I was off having a sulk? Я пропустила что-то важное. Злодеи вставали, герой гибли, надвигался конец света. Ладно, мы можем поговорить об этом позже, сейчас я больше беспокоюсь о тебе. Would you believe it if I said I'm all right? You know, soldier, we're so fucked. The Dark Three are trying to consume the Sword Coast. We've still got tadpoles in our eyes, and I've got a ticking time bomb in my chest. I'm not sure anyone has ever been more fucked than this. And yet, we're fine. In this moment, we're fine. Here I am. There you are. Breathing, talking, even laughing if we want. Is it very precious to say that despite it all, I'm happy? Боже. Если ты счастлива, значит я тоже. Ну, хотя нет, звучит неплохо, но я еще не на этой стадии. Давай, если ты счастлива, значит я тоже. In that case, there's something I wanted to ask you. Will you stay with me when it's time for me to go? I think I can do anything if you're there. Even die. О, Карлах. Я знаю, что она не хочет возвращаться в Аверна, но она же выживет тогда. Я всегда буду рядом, Карлах. Как ты захочешь, так и будет. Thank you. Now, enough tragedy. I'm not gone yet, and our schedule is packed with important heroics, isn't it? Plus, if I cry anymore, I'm going to run out of tears and start leaking motor oil. Thanks for everything, soldier. I'm extremely glad to be in this thing together. Ты заставляешь меня прослезиться, Карлах. Зачем? Давайте на этом, наверное, закончим. Спасибо вам, Тинчица, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.